Всем привет! Наверняка все знают, что такое киндер молочный ломтик. Так вот, сегодня мы решили приготовить его просто в немыслимых масштабах. Но для начала давайте его откроем и посмотрим, из чего он состоит. Итак, мы видим 2 шоколадных бисквита и кучу крема. Конечно же, это очень вкусно, но крем слегка химозный. Итак, отправляемся в магазин. Мы решили делать закупку в 2 этапа. Сегодня первый. Мы купим все продукты для приготовления огромных бисквитов. И первое, что нам нужно, так это куриные яйца. Целых 840 штук. Следующее это сахар. Его нужно целых 30 килограмм. 11 килограмм какао-порошка. Пару килограмм разрыхлителя. 25 килограмм муки. 13 литров масла. Со всем этим набором отправляемся на кассу. Первая закупка обошлась нам в 6700 гривен, или 17900 рублей. Готовить бисквит мы будем в нашей огромной печке. Чтобы она успела прогреться, включить ее нужно уже сейчас. Открываем коробку с яйцами. Достаем лотки и выкладываем на нижний ярус стола. На один замес нужно 420 яиц. Ставим на стол 2 емкости, одна поменьше, другая побольше. Теперь берем яйца и отделяем желток от белка. На то, чтобы разделить все яйца, мы потратили 1,5 часа. Готово. Откладываем пока белки в сторону. Берем сахар. Открываем его. И высыпаем 15 килограмм желтки. Теперь с помощью строительного миксера взбиваем желтки с сахаром. Пока вся масса не побелеет. Теперь берем 6 литров масла. Открываем. И заливаем. Если масла будет меньше, то наш бисквит просто не будет так хорошо держать форму. Хорошенько перемешиваем еще раз. Следующий этап. Нам нужно 5,5 килограмм какао. Открываем. Засыпаем. И перемешиваем. На то, чтобы все это перемешать, ушло еще минут 20. И получилось очень густое тесто. А сейчас нужно аккуратно влить 6,5 литров кипятка. И перемешать, чтобы тесто стало жиже. Готово. Теперь нужна мука. Всыпаем сначала первые 5 килограмм. Перемешиваем. А затем еще 7,5. Которым добавляем еще целый килограмм разрыхлителя. Получается вот такое однородное тесто. Кастрюля заполнена под завязку. Поэтому берем тазик. И половину теста переливаем в него. Берем белки. Часть переливаем в еще одну кастрюлю. И строительным миксером пытаемся все это взбить. Но ничего не получилось. По всей видимости, такой объем яичных белков до плотных пиков взбить невозможно. Поэтому мы решили использовать вот такие миксеры, которые взбивают все сами. В каждый из них вливаем понемногу белков. Включаем.
И процесс пошел. Спустя минут 5 получаем вот такую пену. Самое время подсыпать сахар. Взбиваем еще пару минут, и можно отправлять белки в шоколадное тесто. Теперь аккуратно вмешиваем лопаткой, чтобы из пышных белков не вышли пузырьки воздуха. Загружаем следующую порцию белков. Отправляем опять в миску. И перемешиваем. По итогу должно получиться вот такое пышное тесто. Со второй половины теста в тазике делаем все то же самое. Тесто для бисквита готово. Но в чем его запекать? Знакомый из мастерской здорово нам в этом поможет. На компьютере нарисовали чертеж, по которому вот такая огромная машина лазером вырезает нужный кусок листового металла. Заготовку убираем со станка. Надрезают болгаркой места изгиба. И загибают края, пока не получится форма коробки. И все швы провариваются сваркой. По итогу получается вот такой огромный противень. Наливаем в него масло. И размазываем кисточкой. Берем пергамент и застилаем им противень. Благодаря маслу пергамент хорошо прилипает. Покрываем им весь противень. Готово. Теперь заливаем в него наше тесто. Тесто разравниваем. Все, переносим противень и ставим внутрь печи. Заталкиваем его подальше. При температуре 180 градусов все это пропекалось на протяжении 4 часов. После чего мы выключили печку. И оставили там бисквит до утра, чтобы он настоялся и был плотнее. На утро достаем его. Он немного поднялся и полностью пропекся. А теперь его нужно достать так, чтобы нижняя часть бисквита оказалась вверху. Мы придумали, как это сделать. Сверху прикладываем фанеру. По бокам 2 доски. И очень плотно закрепляем их струбцинами. Противень пока убираем. На стол ставим еще одну фанеру. На нее 4 кирпича. И все это переворачиваем. Убираем струбцины и аккуратно поднимаем противень. Получился вот такой красивенный бисквит. Он весит целых 50 килограмм. Только на его приготовление ушло 2 дня. Уносим его. Нам нужно замешать тесто на еще один точно такой же бисквит. Загружаем все это в печку, закрываем дверцы и на следующее утро достаем еще один бисквит, такой же красивый, как и первый. Ну что, самое время отправляться в магазин за продуктами для крема. Первое, что мы возьмем, так это очень много сгущенки. 6 двухлитровых упаковок молока. Просто нереальное количество творога. 80 килограмм.
Также нужен агар-агар. Мы взяли 200 упаковок. Также 2 килограмма ванильного сахара. И 3 5-литровых баклажки с водой. Отправляемся на кассу. И все пакуем по пакетам. Второй чек вышел на 14 100 гривен. Это 37 тысяч рублей. Итак, выкладываем на стол творог, который мы купили. И распечатываем коробки с ним. Итак, у нас 80 килограмм творога. И все это нужно как-то измельчить, желательно побыстрее. Поэтому я подготовился еще неделю назад. Зашел на e-каталог и с помощью разных удобных фильтров нашел кухонный комбайн. По самой выгодной цене. Но я прекрасно понимаю, что комбайн нужен далеко не всем. В e-каталоге можно найти абсолютно любой товар. Например, наушники. По-моему, все любят слушать музыку. И я в том числе. Особенно, когда делаю превью для новых роликов. Так вот, очень удобно, что можно просто зайти на e-каталог, вбить название, например, наших наушников. И тут же почитать описание, отзывы. Отследить динамику цен. Также в избранное добавить модели, которые понравились. И сравнить их. И самое главное, e-каталог показывает все магазины, в которых продается этот товар. Остается только выбрать самую сладкую цену. Ссылку на e-каталог я оставлю в описании, пользуйтесь. Итак, у комбайна снимаем переднюю пластину. И присоединяем мясорубку. А также блюдце сверху. Открываем еще одну крышку. И присоединяем блендер. Берем пачку творога, открываем ее. Часть пересыпаем в блендер, а другую часть в мясорубку. Закрываем блендер. Подставляем снизу кастрюлю. И включаем комбайн. Пока мы проталкиваем творог в мясорубку, блендер сам все измельчает. Его периодически нужно снимать. И перекладывать творожную массу в миску. Перемалывали мы все это в 6 рук. Пока творог не закончился. Спустя 3 часа получилась целая кастрюля творожной массы. Берем тазик и перекладываем в него половину нашей начинки. Открываем ванильный сахар и всыпаем. Теперь нам нужно сгущенное молоко. Открываем бутылку. И вливаем сгущенку в творог. Мы купили ее с избытком, поэтому большая часть осталась. Теперь тем же строительным миксером соединяем творожную массу со сгущенкой в одно целое. Получилась такая кремовая масса. Берем 3 баклажки с водой и кастрюлю. Открываем воду. И выливаем ее. Теперь берем агар-агар. Открываем и высыпаем в воду все 200 пакетиков. Пока просто перемешиваем агар-агар и оставляем замачиваться на полчаса. Отрезаем болгаркой часть рулона строительной фольги. И обматываем ей нижний корж по кругу. Закрепляем все это скотчем. А чтоб все это держалось еще плотнее, прикрепим еще и доски по бокам с помощью того же скотча. Получилась вот такая опалубка для заливки крема, чтобы он не растекся. Ставим кастрюлю с водой и агар-агаром на плиту. Пару минут все это кипятим и вливаем горячее молоко. Хорошенько перемешиваем. Эта жидкость делает так, чтобы наша творожная масса затвердела и ее потом не раздавило под весом второго бисквита. Вливаем половину в один тазик. И перемешиваем. Ну и во второй. Пока начинка не начала густеть, быстро перекладываем ее на корж. Разравниваем нашу начинку и оставляем застывать на ночь. На утро наш крем затвердел. Убираем опалубку из фольги. Получился очень высокий слой крема. И наконец-то момент X. Остается положить второй бисквит на крем.
Готово. Мы наконец-то приготовили киндер молочный ломтик. Делали мы его на протяжении 6 дней. Подсчитав вес купленных нами продуктов, мы выяснили, что наш огромный десерт весит целых 210 килограмм. И стоит 21 тысячу гривен. В рублях это целых 56 тысяч. Итак, давайте отпилим кусочек. Вот такими огромными кусками мы раздавали наш киндер молочный шоколад родственникам. Посмотрите, какой мягкий бисквит получился внутри. На кусочек бисквита я выложил крем. Накрыл вторым. И теперь давайте все это попробуем. Бисквит практически один в один, как оригинал. А вот крем отличается. Он такой натуральный, из творога и сгущенки. А в оригинальном ломтике непонятная масса со всякими загустителями. Это был, наверное, самый сложный и долгий проект за последнее время. И вы не представляете, сколько работы было проделано за кадром. Расчеты, тестирование разных рецептов бисквита, крем. В общем, если вы хотите, чтобы я приготовил еще кое-что очень масштабное, такого же уровня, то ставьте лайки. И как только наберется 500 000 лайков, мы отправляемся на съемки новой гигантской еды. Обязательно подписывайтесь на канал и делитесь этим роликом со своими друзьями. Всем пока!